Здравствуйте, Львы! Сегодняшний второй прогноз мы делаем для вашего знака зодиака неделя со 2 по 8 марта. Давайте мы посмотрим, что же у вас здесь происходит, какие карты выпадут львам, что интересного вас ждет на следующей неделе. Напоминаю, что расклад общий, не персональный. Надеюсь, большинству из вас он подойдет. Пишите ваши комментарии, отзывы. Также подписывайтесь, не забывайте, кто еще не подписан, буду очень рада новым зрителям. Итак, львы, давайте посмотрим неделя со 2 по 8 марта. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, первая карта, которая у вас есть, я сегодня одну колоду использую. Первая карта, которая у вас есть, это пятерка пентаклей. Возможно, вы в понедельник почувствуете, что есть какие-то проблемы, финансовые трудности, на что-то не хватает денег. Может быть, какие-то не решились вопросы для вас материальные, или есть какие-то потери, дополнительные траты, расходы. То есть что-то такое здесь может произойти, и вы воспринимаете это как неприятность. Что вот что-то не сложилось, не получилось, и это сопряжено с дополнительными какими-то потерями для вас, чего-то ценного для вас. У вас нет ощущения уверенности в завтрашнем дне. Также вы можете в целом, как будто бы даже если это не связано с материальными вопросами, чувствовать, что я не знаю, что будет завтра. Вы можете из этого переживать и чувствовать себя вот как будто как за закрытой дверью, да? Как будто бы вот вы вне успешных событий, как будто бы вот отброшены на время за борт успеха какого-то, да, и вы чувствуете, что вот в чем-то прям не везет здесь. Может быть, ожидаете каких-то денег, их вам не выплачивают, то есть вот что-то такое. Дальше идет карта мага, карта во вторник, карта больших возможностей, карта такого чародея, волшебника, которая показывает, что вы очень амбициозные, очень такие здесь будете активные во вторник, как будто вы понимаете, что все нормально, да, моя жизнь в моих руках, я управляю своей судьбой. Вы здесь будете заряжены такой мощной энергетикой, вдохновлены каким-то делом и работой, которой вы будете заняты. Поэтому карта на самом деле потрясающая. На среду карта шута или карта дурака ее еще называют. Вы открыты каким-то новым возможностям, вы очень легкие будете, очень легкие на подъем, вы будете интересоваться многими вещами, вас не будет пугать вообще никакая неопределенность. То есть то, что могло быть проблематичным в понедельник, для вас будет не такой уже проблемой в среду. То есть вы будете легче, проще смотреть на вещи, и вас ничего уже так не будет сильно пугать. То есть вы будете готовы шагнуть как будто с этого обрыва в неизвестность, на удачу, и верите, что все у вас сложится максимально хорошо. То есть вы открыты новым каким-то возможностям, ничего не боитесь здесь. Кто-то может, кстати, путешествовать, куда-то ездить, потому что шут — это в целом путешественник, да, шут начинает свой путь, начинает свою дорогу. Здесь начало нового пути, кстати, может быть еще и как карта обнуления, то есть начало нового этапа, нового цикла, нового какого-то для вас успешного, скорее всего, пути, да, которую вы начинаете. Дальше идет карта влюбленная, карта выбора, и она у вас есть здесь, это карта выбора. В четверг, когда вам нужно принимать решение, нужно будет здесь, возможно, сделать какой-то выбор, который будет очень значим и будет влиять не только на вас, а на других людей также, на вашу вторую половинку, на ваших компаньонов на работе, да, то есть на какого-то еще другого человека или других людей, поэтому вы стараетесь принимать очень взвешенные решения здесь, карта влюбленная, но при этом стараетесь также чувствовать, как поступить правильнее, лучше, то есть как стараетесь прочувствовать сердцем это решение. Также по карте влюбленные в целом выбор можете делать, неважно чего он касается, это в целом выбор. Да, ну и также влюбленная сама по себе карта говорит, что здесь могут быть какие-то вещи, касающиеся пары, отношений в паре, желание построить гармоничные отношения в паре, о чем-то договориться, да, какие-то доверительные беседы, которые вы стараетесь вести здесь со своей второй половинкой. То есть здесь про чувства, про отношения. Дальше у вас карта отшельника в пятницу. Ощущение уединения, может быть, желание как-то немножечко отстраниться от других людей, побыть больше один на один с собой, о чем-то поразмышлять,
важном для вас, и для этого вам нужно это уединение. Возможно, для вас здесь есть какая-то работа, которая выполнится вами только если вы не будете отвлекаться на какие-то детали, да, на каких-то людей или на какие-то лишние события. Также вы можете здесь отказываться от того, что вам предлагается, как будто бы такой аскетический образ вести в жизни, да, то есть мне это не нужно, спасибо, я справлюсь сам, или я этого не хочу, да, или я это не буду покупать, то есть мне это не нужно. Вот как-то так вы можете здесь думать. Также можете столкнуться с ситуацией, когда кто-то от чего-то отказывается, немножечко отстраняется от там, ваших предложений каких-то. Дальше идет карта колеса фортуны, ощущение удачи, веры в удачу, в успех. Какие-то могут быть важные решения здесь, которые вы принимаете. Они могут быть тоже поворотными, судьбоносными, какими-то для вас достаточно значимыми. И в целом вы здесь уверены в том, что все будет вам на руку, на пользу. И то, что вы делаете, действительно делаете здесь вы хорошо. Кстати, может быть и какие-то удачные стечения обстоятельств. То есть можете оказаться в нужном месте, в нужное время, встретить нужных людей. Можете принять какое-то правильное решение. Вам может в чем-то повезти просто, потому что колесо фортуны, оно об удаче говорит как таковой. Но при этом карта повешенной у вас выпадает здесь на воскресенье, то есть ситуация, когда вы посмотрите на какие-то вещи под другим углом, иначе. Возможно, будет какая-то ситуация тупика, непонимание, как действовать, как быть, как себя повести, что сказать, как лучше сделать, может быть, да. Также вы можете какой-то урок вынести в этот день, то есть чему-то научиться, что-то для себя понять, совершенно другое, вынести какие-то из этого дня определенные выводы. Да, и, возможно, будете уже совершенно по-другому смотреть на определенные вещи или людей после того, что происходит с вами в этот день. Итак, дорогие мои львы, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.